Всем привет! Меня зовут Вячеслав Юркин, и я приветствую вас на канале Хобби Столярка. Шкафчик мой покрашен, сохнет. Сохнет не так быстро, как я ожидал, но надеюсь, что до Нового года я приступлю к нанесению лаков. Ну, по крайней мере, один слой я точно должен нанести. До Нового года еще долго. И вот начинают поступать звонки с заманчивыми предложениями от заказчиков. Собственно говоря, и тема моего сегодняшнего видеообращения. С Новым годом, дорогие товарищи! Нет, рано еще поздравляться. Тема очень серьезная. И наверняка она включает или должна включать в себя гораздо больше аспектов, чем те, о которых я скажу. Почему я отказываюсь от заказов? Почему я отказываюсь от некоторых заказов? Вы знаете, если в процентном соотношении брать от количества обращений и до заказов, которые оформлены рукопожатием, ну, наверное, получится, что я отказываюсь от половины, а то или от большего количества, чем половина. Причин на самом деле, наверное, больше, чем те, о которых я хочу рассказать. Но я хотел бы остановиться всего на двух. Причем на одной в меньшей степени, а вторую разобрать несколько подробней. Почему-то очень часто бывает так, что появившийся заказчик, а ко мне обращаются люди, в общем-то, через сарафанное радио в основном. Почему-то такие заказчики очень часто относятся очень неуважительно к труду. Не то, что к моему труду, а вообще к чужому труду. Принципиально к чужому труду относятся с меньшим уважением, чем мне хотелось бы. Практически всегда в таких случаях рано или поздно при общении от заказчика звучит фраза: да что тут делать? Вот в этот момент я в принципе где-то в потаенных уголках сознания уже ставлю галочку, что не срастется. Не стоит продолжать разговор, не стоит тратить время. Время для столяра-хоббийщика очень ценно. Не стоит его тратить на пустые разговоры. Ни к чему хорошему это не приведет. Скорее всего, вы будете обсуждать какие-то мелочи, очень несущественные, далеко несущественные. Вы будете обсуждать эти мелочи, и так ни к чему и не придете. А рабочий день вылетит. И это хорошо, если один. Работа руками, творческая работа, предполагает, наверное, даже в большей степени, чем другой способ работы, предполагает то, что результат этой работы должен нравиться прежде всего самому мастеру. Ну, в данном случае мне.
Я не великий мастер. Ну, какое-то слово нужно употреблять. И вот после таких слов, да что тут делать, да взял две доски, да соединил, понимаешь, что твоя работа только что приравнена к нулю, человек собирается купить результат твоей работы по стоимости материала. Это не устраивает. И подспудно ты начинаешь, ну, по крайней мере, я начинаю к этому заказу относиться, к этому проекту, относиться с таким же неуважением и с нежеланием его выполнять. Мысль вещественна. Это, наверное, тема другого разговора. Но, тем не менее, наступает в такие моменты осознание того, что мысль тобой руководит, а не проект. Вот эта мысль превозобладает. Твоя работа несущественна, а значит, она и не нужна. Про это еще говорят, душа не лежит. Ну а раз душа не лежит, то как потом может понравиться результат? Мне кажется, не стоит браться за такие заказы, когда в самом начале тебе сказали, да что тут делать. И есть еще одна причина, вот та, на которой я хотел бы остановиться поподробней. Здесь дело не в том, что заказчик как-то плохо относится к твоей работе. Нет. Здесь дело в другом. Заказчик не знаком с твоей работой. Конечно, сейчас найти человека, который не знает, как изготавливается мебель, невозможно, я так думаю. Но вот как изготавливается мебель из древесины, и какие процессы, и какие подводные камни тут встречаются, какие операции нужно использовать, что зачем следует в определенной цепочке технологий, вот тут гораздо сложнее. ДСП. Использование ДСП очень расслабило заказчика. И вот та самая фраза «да что тут делать» чаще всего произносится не с целью, в общем-то, унизить или как-то по-другому оскорбить или принизить деятельность столяра, а по незнанию. По незнанию этих процессов и последовательностей. Очень сложно рассуждать об этом теоретически. Я лучше приведу пример. Недавно ко мне обратился заказчик с просьбой заброшировать ему несколько столешниц. Заброшировать и покрасить. Задача, в общем-то, простая. И ее выполнение не такое дорогостоящее, как кому-то может показаться. Но я именно в плане оплаты труда. А вот в плане общих затрат суммы несколько иные. Они значительно выше. С точки зрения заказчика нет никакой разницы между корябанием, брошированием, сатинированием поверхности. С точки зрения столяра есть. С точки зрения заказчика, который предлагает использовать свой материал, купить его в строительном магазине, привезти, проблем никаких нет. А вот с точки зрения столяра есть. Дело в том, что те самые мебельные щиты, которым битком забиты строительные магазины, хранятся
на витрине в одном виде, в одном микроклимате, хранятся на складе в другом микроклимате. А работать над ними придется в третьем микроклимате. А использовать их потом в четвертом микроклимате. И это некоторая сложность для человека, который будет работать. Для покупателя, для заказчика разницы никакой. А вот столяр знает, что древесина крайне нестабильный материал, продолжает жить и в изделии, продолжает дышать. И если бы заказчик сделал эти работы самостоятельно, то он бы их делал на свой страх и риск. Ну, как ты покорябал, как ты заброшировал, как ты покрасил, так и будет это существовать. Лопнуло, претензий не к кому предъявлять, только к себе. Ну, поэтому себя мы простим в первую очередь. Но как только ты получил результат чьего-то труда и заплатил за это деньги, ты же пойдешь с претензиями. И вот если ты не знаешь, какие процессы должны быть осуществлены, если ты считаешь, что ты взял, отпилил, ободрал и покрасил, и этого достаточно, то да, претензий будет очень много. Но вот когда ты разберешься, какие процессы должны быть осуществлены, чтобы это потом не лопнуло, ну, нормальный человек понял бы, что заплатил слишком мало. Итак, какие процессы, какие операции я вижу в списке операций, которые необходимо произвести вот с таким покупным счетом. Самое первое – дать материалу отлежаться. Строительные магазины не отличаются хорошим микроклиматом. Материал, скорее всего, будет или пересушенный, или слишком влажный. Обычно сухому материалу, который я приобретаю для собственных изделий, я даю отлеживаться. И это могут быть совершенно разные сроки. Это могут быть абсолютно разные сроки. Даже с учетом, что я приобрел сухой материал 6% влажности. Хотя это бывает довольно редко. Врут. Говорят, что 6. Вот. Не подозревая, что я пришел с приборчиком. И тут же все это дело перемеряю. Ну, 8-10 это хорошо. Чаще бывает выше. Но даже если было бы и 6, материалу необходимо привыкнуть к влажности в моей мастерской. Для того, чтобы я просто потом начал с ним работать. Так вот, если говорить об этих мебельных щитах, ну, отлежаться им нужно недельки-2. Потом все это нужно отброшировать. Причем, как выяснилось, тонко отброшировать, потому что это столешница, и грубые перепады по волокнам там не требуются. Требуется только подчеркнуть текстуру. Отброшировали, потом ручками довели все это до идеального состояния. Потом начали красить. Для покраски заказчик предложил декоративные покрытия из недорогих, из того же самого строительного магазина. Вот. Время сушки такого покрытия в моих условиях, несмотря на то, что на каждой банке написано 48 часов, может продлиться неделю. Хотя у меня довольно тепло. Я сейчас включил отопление посильнее. У меня сейчас 17 градусов. И в любом случае покрашенные мебельные щиты, покрашенные столешницы после покраски должны отлежаться у меня еще неделю. Но, кстати, заказчик упускает еще один момент. На той же самой банке написано, что срок окончательной полимеризации 30 дней. И по большому счету,
недели 2 на акклиматизацию, дня 3 на работу, а потом еще месяц на сушку. И только после этого дать полноценную гарантию своему изделию. На это, конечно, очень трудно решиться, обозначить вот такие большие сроки. Поэтому частенько мы все рискуем. Но тем не менее, от того, что мы рискуем, от того, что мы в чем-то уверены, картина вряд ли изменится. Это всегда будет существовать как рискованное предприятие. Итого 1,5 месяца. Оказалось бы, взять готовую столешницу, ободрать, покрасить и отдать. Вот и получается, что зачастую, практически в половине случаев, работать на условиях заказчика означает нарушать технологию. И все бы ничего, если бы заказчик потом не предъявлял претензий. Но так не бывает. За свою недолгую 5-6 лет историю занятия моим хобби, столяркой, у меня пока еще не было возвратов. Ни шип-паз не прослабился, ни столешница не лопнула. Ни прокрасов не было, кстати. Тут недавно возникал вопрос. Есть некоторые хитрости, есть некоторые навыки, собственные изобретения, собственные открытия. Хотя, вру, конечно, ничего собственного здесь нет. Изобрести что-нибудь новое, я не думаю, что это возможно. Когда вот начинаешь чем-то вплотную заниматься, понимаешь, что вопросов миллион, и до тебя этим занимались также миллион лет. Вряд ли ты изобретешь что-нибудь новое. Использовать какие-то комбинации? Ну да, возможно. Хотя и тут есть сомнения, что до тебя их никто не использовал. Но я думаю, что это в любом деле, а не только в столярке. Вот и получается. Идти на поводу у заказчика, махнуть рукой, покрыть лаком сосну, предварительно не отшлифовав, ну, потому что она в магазине отшлифованная. А потом обнаружить, что в магазине-то она плохо отшлифованная, да и вообще заляпанная и испачканная. Да и вообще за время хранения окислившаяся до такого состояния, что лак ложится совершенно не так, как ты хотел. Да и просто не нанести перед этим прозрачный колор, прозрачную краску. Это тоже приводит к печальным последствиям. Воздействие ультрафиолета, жирные пятна. Ну, я про них уже говорил. Через некоторое время заказчик обнаружит, что работа сделана тяп-ляп. Несмотря на то, что в момент получения, скорее всего, все будет хорошо. Через некоторое время. И даже через довольно непродолжительное время. Я так думаю. Те пожелания заказчика отшлифовать и покрасить. Заказчик-то предполагает, что речь идет об одной стороне. А на самом деле древесина окислилась со всех сторон. Одна пласть, вторая пласть, кромка, торцы. Шлифовать нужно все, обрабатывать нужно все. Если ты несешь ответственность за изделие, то ты должен проверить
и приложить руку везде. Спрашивать тебя будут за все. Да мне нужно только с одной стороны отшлифовать. А покрасить? Покрасить с двух. Древесину вообще-то желательно бы защищать со всех сторон. Ведь это заказчик думает, что красит ее для красоты. Мы-то с вами знаем, что нанося слой краски, слой лака, мы защищаем древесину. А вот эти вот красивошные декоративные свойства — это вторично. Основная эта задача — стабилизировать, чтобы древесина, если и дышала, она будет дышать, но как можно меньше. Вот и получается, что заказчик думает, что покрасить нужно 1,5 квадратных метра, а покрасить нужно 3 квадратных метра. А потом полачить не 1,5, а 3. Ну и, собственно говоря, поработать не за 1,5 метра, а за 3. И вот уже стоимость работы вместо предполагаемых 5000 возрастает до 10. Неплохая шабашечка, в принципе, перед Новым годом. Ну, кто же не хочет получить лишнюю 5, лишнюю 10? Но вот беда. На работу потребуется 1,5 месяца. До Нового года мы не успеваем. Жаль, конечно. Нарушать технологию не хочется, поэтому я отказываюсь от заказа. Говоря о 1,5 месяцах, я говорю о сроке готовности заказа, а не о тех рабочих часах, которые будут использованы применимо к этому заказу. Это не значит, что все 1,5 месяца, каждый рабочий день по 8 часов я буду над ними работать. Нет. Есть процессы, когда деревяшка, заготовка должны подождать. Полежать и подождать. И ускориться она не может. Вот таких подобных случаев очень много. Вот с такими подобными случаями я частенько сталкиваюсь и практически всегда отказываюсь от работы, если заказчик не идет навстречу, не согласится выслушать и понять, какие проблемы, какие вопросы нужно будет решить мне, как мастеру, который берет за это деньги и потом не хочет краснеть. Довольно печальный разговор получился. Извините, пожалуйста. Всем пока! Only you and me together on this beat. It's just for you and me. My life is tango.